Хола, добро пожаловать в Fortnite в режим как раньше. Сегодня я хотел бы сравнить то, как выглядит Fortnite на данный момент, именно в этом режиме, и то, как он выглядел тогда. Делать я буду это с помощью проекта Era. Проекта, который вроде бы дотошно воспроизводит нам события тех времен далеких 2018-2019 года. Недавно они догнались, так сказать. Дело в том, что проект Era появился до того, как появился режим Fortnite как раньше. И он длился столько, сколько длились сезоны в реальном OG-шном Fortnite. И вот так уж получилось, что несмотря на это, несмотря на запоздание, я не помню точно, когда появился проект Era, но точно могу сказать, что задолго до того, как появился режим официальный от Epic Games, то, что они выровнялись, это достаточно прикольно. И как раз мы можем спокойно сейчас зайти и туда, и сюда, и посмотреть, в чем же различия. А различия есть. Как минимум в механиках. То есть бег, именно спринт, паркур, подкаты. Всего этого не было в 2018 году. Плюс можно еще использовать бинты, аптечки, щиты, двигаясь. Тогда это было сделать нереально. Разве что можно было на миллиметрику вот так вот сдвигаться. И только тогда у тебя не отменится процесс использования этих предметов. Что еще можно заметить? Fortnite, считаю, можно сказать, полностью перешел на DirectX 12, за исключением прежнего режима производительности. Я не знаю, временно это решение или нет, но пока так. Тогда же, как в OG Fortnite, у нас был только DirectX 11. Может быть, вообще самой ранней версии был 10? Не знаю. Но точно помню, что был 11. Так, что еще? Сразу могу сказать, какие отличия. О каких отличиях я точно знаю. Например, освещение. Оно все-таки в 11, точнее, в режиме как раньше, оно все-таки отличается. Так, кто-то у нас летит. Что за птичка? Я надеюсь, она невооруженная. Ага, если есть щит, значит есть и оружие. Скорее всего. Надеюсь, этот тип не слишком жесткий. Вот прям как я. Я не слишком жесткий, судя по этим промахам. Я хоть и сказал, что режимы выровнялись по сезонам, но проекторы немножко дальше все-таки. То есть здесь уже давным-давно там провелись раскопки, уже дошли до нулевой точки. Здесь же только-только техника начинает подступать. Ну и, соответственно, тут есть, точнее, там есть оружие, которых пока что еще нет здесь. Оружие, предметы и прочее, которые со временем появятся тут. Да, хотел еще заметить, что сейчас я играю в новом скине, который называется Огненная стихия, который вышел сегодня. Достаточно прикольный скин, на самом деле я его ждал. Есть еще скин Водная стихия, тоже прикольный скин, но его брать я не стал. Он мне не настолько понравился, как вот этот. Обычно, ну, в последнее время чаще всего я играю в нулевую высоту, но для этого видео решил зайти именно в режим как раньше, точнее, со строительством, потому что это более аутентично для этого сравнения, потому что тогда был только режим со строительством. Многим игрокам приходилось мириться с этим. Что еще можно сказать? Можно сказать, например, про ботов. Сейчас, на самом деле, даже я, игрок, который застал и время без ботов, и с ботами, мне сейчас сложно сказать, иногда является убитый тобой противник ботом, являлся ли он ботом или нет. Ну, мне с каждым разом все это тяжелее становится делать, и даже не знаю, как на это реагировать, отрицательно или положительно. В целом,
по ощущениям могу точно заверить, что в OG Fortnite, когда ты убивал противника, ты испытывал больше положительных эмоций, чем сейчас, потому что эти эмоции как раз-таки портятся вот этим вот обдумыванием, бот был это или нет. Так, помпу бы найти сейчас, потому что все-таки в этом режиме, я считаю, помпа должна лучше справляться. Напишите в комментариях, вам нравится то, какой сет я собрал или нет. Крылья это у нас от персонажа, я, к сожалению, забыл ее имя, от персонажа с 6 главы 3-го сезона супергеройского. Вот поэтому лучше иметь помпу. Тем не менее получилось его убить. И к нам сейчас подлетит еще один чувачок. Угу, подлетит. Сверху будет палить. Во всех смыслах. Ну давай, выглядывай, чубрик. Непонятно, где этот чувак. О, наконец-то помпа появилась. ППшка. Снайперку можно заменить на золотую. Можно с двумя снайперками ходить. В целом, можете обратить внимание на то, как сейчас выглядит освещение. Чтобы потом можно было посравнивать с тем, как оно выглядит в проекте Era. Я вот, кстати, не отрицаю того факта, что вот, допустим, есть какие-то новые игроки в Fortnite, которые зашли, ну вот даже не в OG, не в режим как раньше, а в новый Fortnite. Зашли, у них сейчас в жизни все замечательно, допустим, никаких проблем нет, и на фоне этого, на фоне того, что у них жизнь прекрасная, да. Они будут вспоминать об этом времени как о лучшем времени. И игра была тогда зеленее, так сказать. Что ж, переходим в проект Era. Собственно, вот так вот у нас выглядит проект Era. Нас встречает то самое меню. Хочу обратить внимание на то, что здесь все покупки, ну, предметы. Странно, сейчас нет предметов. В общем, вебаксы, боевые пропуска и так далее, все это бесплатно дается. Потому что это все-таки неофициальный сторонний проект. И, по сути, тут можно открыть любой предмет, купить любой предмет, но на данный момент я не понимаю, почему магазин недоступен, но да ладно. Я не туда зашел, да, это был магазин просто. Магма, давайте купим, вебакса, не проблема. Вебаксы зарабатываются просто за счет прокачки аккаунта, аккаунт прокачивается за счет выполнения каких-то заданий. Ну и тут, собственно, в боевом пропуске, смотрите, просто каждая страница кишит сотнями вебаксов. Чтобы взять такого... Кстати, блин, я потратил денежки. Ну ладно, все-таки мы здесь зашли не за этим, а за тем, чтобы посмотреть, как выглядит Fortnite. Мне вот интересно, сколько игроков сейчас найдет, потому что когда я впервые пробовал этот проект, там... было не очень с этим на самом-то деле. 23 игрока и один из них читер. И то я первого игрока встретил как раз-таки под конец, умерев от него, от этого читера, который убил меня за 200 метров из дробовика. И причем я слышал, что... точнее, да, действительно, раньше помпой можно было стрелять на бешеное расстояние и при этом наносить колоссальный урон. Но я думаю, то был не этот случай, там буквально ваншот. А я был, по-моему, фуловый. Ну, я этот фрагмент вставлю, вы увидите. Где же последний игрок? Меня убили с дробовика. Откуда? Ага, возможно, это читер. Да, это читер. Он вообще находился рядом с озером. Вот мы и загрузились. Ждем, когда отправится наш автобус. Ой. Честно, нынешнее освещение мне нравится больше, чем которое есть в Fortnite как раньше. Может быть, и
в обычном режиме в целом графика выглядит неплохо, но графика OG Fortnite мне как-то ближе как будто бы. Да и в целом я говорю не только про технологии, да, освещение и остальные, а про рисовку, про то, как выглядят модельки, как выглядят текстурки. Было бы прикольно, если бы эпики в целом взяли бы просто свои старые все наработки и отдали бы нам, ну, в полноценном виде. Да, можно, я сказал, вот оставить те механики передвижения, механики использования предметов, но вот хотя бы графически можно было оставить как было. Видимо, у них старые версии куда-то потерялись, и поэтому им приходилось воспроизводить все с нуля. Вот здесь я с уверенностью могу сказать, что это не бот, а именно что игрок. Да, сразу же хочется подкатик сделать, на спринте побежать, но здесь спринтом является вот это. То, что вы сейчас видите, это спринт. Так хочется нажать Shift, чтобы ускориться. Я надеюсь, я с ним справлюсь. Да! Как я его не заметил? Вторая игра нас встречает вот такими замечательными лучиками солнца, которые местами просвечивают сквозь дерево. Не знаю, почему эпики отказались от этого. Как по мне, это очень выглядит красиво. При этом для этого не нужен сверхмощный компьютер, как минимум на данный момент. Игра реально идет стабильнее, чем вот шла она в режиме как раньше. Мне всегда нравились закаты, которые вот, ну, и закаты, восходы, как они выглядели тогда. Сейчас для разнообразия можно, в принципе, прыгнуть куда-нибудь в горячую точку, так сказать, в брошенные башни. На самом деле, достаточно любимая моя локация. Как только они появились, я постоянно только туда и падал. Но игроков здесь, кстати, достаточно много тоже падает. То есть не будем пол игры бегать в поисках хотя бы одного. Это как бы и минус, и как бы и плюс. На самом деле, нужно некое привыкание к управлению, потому что чел разбился. Потому что реально после вот нынешнего Fortnite очень непривычно бегать с таким управлением. Да. Все-таки что-то да я могу в этом режиме. Кстати, интересно, вот ППшка нынешняя, она такая же имбовая, как тогда была? Ох, ё-моё. Да, здесь умирать больнее. Хотел бы у вас спросить, как вам OG-шный шкафчик? Какой вам нравится больше, вот OG-шный или нынешний? Я хочу сказать, что вот мне, допустим, я уже привык к нынешнему, но мне не нравится, что они убрали редкость предметов. Я достаточно долго привыкал к нынешнему, на самом деле. Мне нравился, как он выглядел тогда. Сейчас уже полностью привык, но опять-таки вопрос в редкости скинов. То, как они отображались, вот видите, да, тут легендарный скин отображается красным, редкий отображается синим. И это прикольно было. Сейчас есть такое понятие, как серии, но это не совсем то. То есть серии, допустим, можно оставить, окей. Но вот редкости тоже надо, я считаю, вернуть. Вряд ли они, конечно, это сделают, но было бы прикольно, если бы они вернули это. Ва, как же я кайфую с этих лучиков. Не знаю, эпики, верните, пожалуйста, это назад. Вам сложно? Согласитесь, это выглядит лучше. Хотя вы можете даже не соглашаться. Как по мне, это выглядит лучше, чем нынешний. Кстати, еще по поводу изменений. Вы можете заметить здесь блок, но он здесь пустой, потому что он работал на основе сделанных игроками карт в творческом режиме. А сейчас, видимо, никакой связи вот в данном проекте нету, поэтому блок тоже пустой. Но как раньше его, в принципе, решили убрать. Честно, не знаю, по какой причине. Мне кажется, игроки были бы не против делать свои карточки, локации, скажем так, для блока
с удовольствием бы заходили почаще, побольше, как раньше. Фух. В принципе, это был несложный противник. Посмотрите, какая она яркая. Ну, блин, я даже не вставляла яркость максимальную. Или там 150%. Она выглядит красочнее, чем в режиме как раньше. Я хочу, чтобы эпики... Ну, были разговоры вроде бы про это, но я в целом хочу, чтобы эпики хотя бы одну главу сделали вот полностью в такой графике, вернули. Все так четко видно. Капец. В общем, я думаю, даже этих кадров вам хватит, чтобы примерно понимать, как выглядел Fortnite тогда. Делитесь своим мнением по поводу OG Fortnite и режима как раньше. Какой вам нравится больше, чисто визуально хотя бы. На этом все. Спасибо за просмотр.